Боже, как идеально. Чё раньше-то не купила? Ребята, как я жила без него раньше. Экологичненько получается. Всем привет! Я Юля, начинающий цветочный фермер, а вы на канале Садовый Фреш. Добро пожаловать! Сегодня я поделюсь с вами своим опытом выращивания рассады в кассетах и покажу одну супер штуку, которая нам может эти кассеты заменить. Зачем ты пришел? Как работать? Уйди! Уйдите, пожалуйста! Итак, сразу скажу в защиту кассет, это очень удобная штука, которая явно облегчит вам жизнь, если вы до сих пор пользуетесь рассадными ящиками или какими-нибудь одноразовыми там стаканчиками. Я начинала садить свою первую рассаду, когда ее стало много, в штампованные кассеты, которые я нашла в садовых магазинах нашего города. Выглядят они примерно вот так. То есть такие гибкие, мягкие кассеты. Похожи на подложечки от конфет. Помните, раньше такие были в детстве? У этих кассет есть свои плюсы. Они недорогие по стоимости. Они делаются все в основном, даже разные объемы, под один стандартный размер поддона. То есть вот здесь вот разные объемы ячеек, но общий размер у них подходит для стандартного поддона. Такие кассеты легко штабелируются, если они одинаковые по ячейкам, и имеют легкий вес. Но большой их минус в том, что они вот такие вот гибкие и хрупкие. Их не очень удобно транспортировать с места на место, потому что надо балансировать, чтобы у вас ничего не перевалилось, не высыпалось. И, к сожалению, они хрупкие. Получая свои кассеты на маркетплейсе, я заметила небольшие повреждения на стенках в виде трещин, но это как бы не повлияет на их эксплуатацию. Уже, конечно, неприятненько. То есть они не такие долговечные, как хотелось бы. Хорошей альтернативой этим кассетам будут литые кассеты. Вот такие они твердые, они практически не гнутся. Видите, конструкция такая плотная, жесткая. Но сразу хочу сказать, что стоить такая кассета будет раза в 2, а то и в 3 дороже, чем штамповка. Но и прослужит она вам явно не 1 и не 2 сезона. То есть они такие увесистые, долговечные. Тяжеленькие, сразу предупрежу. Если без проблем можно наштабелировать целую стопку штамповок, легко их переносить, то литые кассеты, они уже такие прямо увесистые. Имейте это в виду. Для меня большим минусом в кассетах является то, что когда мы получаем какие-то выпады по всходам, мы ничего не можем с этим сделать. То есть я не могу посеять сюда какие-то другие семена, потому что не хочу запутаться в маркировке. И я не могу вынуть этот кубик. То есть он просто стоит и занимает место. Ничего в нем и не растет, и никуда его не денешь, и не посеешь ничего. В общем, место у меня на стеллаже на вес золота, поэтому мне важно, чтобы у меня не было таких пустых простаивающих ячеек. И вот после моих мучений с кассетами в моей жизни появился он. Почвоблок. Почвоблок, по-английски soil blocker, это устройство, которое помогает нам делать из посадочного почвенного субстрата кубики, в которые мы затем сеем семена. Это несложное по конструкции устройство. Оно уже давно известно зарубежным садоводам и фермерам, но до нас доходит только сейчас. И хорошо, что доходит. Итак, чем же хорош почвоблок? Начну по порядку. У него неограниченное число использований. Наверное, до того момента, пока ты его не сломаешь. И, соответственно, сделать посадочных почвенных кубиков можно сколь угодно много. Это экономия денег. Я думаю, что за пару сезонов можно легко отбить стоимость этого почвоблока. По отзывам зарубежных фермеров-садоводов, в этих почвенных кубиках рассада формируется более крепкая, более здоровая. Это, кстати, мне предстоит проверить и сравнить. У меня как раз подходят сроки посева второй волны антиринума, и немножечко там осталось матиолы. Но сроки как бы не то, что подходят, они уже на самом деле горят. И самое для меня приятное, что в случае каких-то выпадов по сеянцам, по всходам, мы можем эти ненужные кубики, пустые, бесполезные, убрать.
все аккуратненько, компактненько сдвинуть, соответственно, не тратить напрасно место на нашем стеллаже. И огромный плюс почвоблока, что мы помогаем сохранять чистоту окружающей среды. Не выкидываем много пластика от использованных поломанных поддонов, а пользуемся одним устройством. Нам понадобятся, по сути, к нему только поддоны. Экологичненько получается. Ну что, уже не терпится скорее попробовать, руки чешутся. Нам для работы понадобится почвоблок. У меня почвоблок на 20 ячеек, размер каждой ячейки 2 на 2 сантиметра, в высоту тоже 2. Если присмотритесь, здесь есть маленькие выпуклости, которые делают такую точечку, в которую потом легко положить семечко. Также для посадки, для расположения наших почвоблоков я заказала вот такие поддоны. И нам понадобится почвенная смесь. О ней сейчас расскажу поподробнее. Когда я смотрела со стороны, как работают с почвоблоком, мне казалось, что это просто что-то невероятно сложное. Но на самом деле вся суть заключается в том, чтобы сделать правильный, хорошо, умеренно увлажненный субстрат. В составе у нас по рекомендации продавца 3 части торфа. Я беру торф из специального почвобрикета от Биомастера «Крепкая рассада». Вы можете взять любой торф, который вы используете при посадке рассады. Главное, чтобы он был рассыпчатый, рыхлый и подходил по кислотности. Он был нейтрально кислый. Если в вашем торфе есть какие-то крупные фрагменты, веточки, палочки, обязательно их удалите. Если вообще вам кажется, что эта фракция достаточно крупная, можете его просеять. Я этим не занимаюсь. Если мне попадаются какие-то крупные ветки, я их просто убираю. Далее добавляется 1 или 2 части биогумуса. Сразу посоветую, берите не гранулированный, а рассыпчатый биогумус. Он нам придаст питательности субстрату, и он очень клейкий, то есть он будет помогать формировать эти почвенные кубики. И 1 часть вермикулита. Вермикулит нам добавляет грунту рыхлости и влагоемкости. Также продавец почвоблока рекомендует пролить этот грунт раствором фитоспорина подготовленным и как раз таки сделать вот такую влажность. Такую влажность вы прям можете слышать, как оно все чавкает, когда у нас при сжатии в кулак есть вода, но она не прям течет. Знаете, я пробовала суши делать консистенцию, но мне не хватает. Мне не хватает, то есть я увлажнила достаточно сильно. Следующий наш шаг. Мы как бы укладываем вот так вот в кучку грунт. Берем почвоблок, уверенно так нажимаем. Одной рукой-то неудобно. Смотрите. И вот эти излишки шпателем убираем. Смотрите, повторю еще раз. То есть мы поставили на эту кучку субстрата почвоблок, вытащили, проверили, нигде ли там не выпало все это куском. И с помощью шпателя очень легко можно вот эти вот излишки все убрать. Я ставлю в самый угол поддона блокиратор. Господи, ну что за прелесть. Идеально. Боже, как идеально. Что раньше-то не купила? Не понимаю, мучилась вот это вот. Ребята, как я жила без него раньше? Вам подсказать что-то? Нужна подсказка, нет? Вообще... Вот как, ребят, как мне вести съемочный процесс? У меня все время кто-то хрюкает на заднем плане. Вы, кстати, я могу где-нибудь не заметить, если какой-то там брачок по звуку и слышим на заднем фоне какой-то храп, то вы знаете, это вот он храпит. Ну вещь. Я после каждой отсадки, наверное, буду тут петь хвалебные оды. Какая это супер вещь. Посмотрите, это вообще прелесть. Тут вот опять история про глаз алмаз, но осталось прям вот немножко. И я, наверное, вот так вот
вручную. Сейчас, как обычно, какой-нибудь косяк. Я вот несколько движений делала, чтобы они все вылезли. Но нет, посмотрите, даже вот одной рукой делаешь, как все прикольно, идеально получается. И вот нехитрыми такими легкими движениями руки субстрат превращается в 120, да, 120, правильно? 120 замечательных почвенных кубиков. Ну и сейчас я бегу за семенами, чтобы поскорее посеять в них, в эти почвенные кубики, наш антиринум и матиолу. Я обязательно вам буду рассказывать о том, как растет рассада в почвоблоках. Ну, мне кажется, что я сегодня прям влюбилась. И я надеюсь, что это действительно классный метод. И что он классный не только с целью там экономить место, а еще и он поможет выращивать здоровую, крепкую рассаду. Ребят, я надеюсь, что вам сегодня было интересно со мной вместе испытывать этот новый для меня чудесный прибор. Ставьте ваши лайки обязательно, помогайте каналу развиваться и подписывайтесь, потому что у меня есть еще что вам рассказать интересного. И до новых встреч в новых видео. Блин, простите, рука грязная. Пока!